Всем большой привет! Сегодня приготовим тающее во рту творожное печенье. Нежное, рассыпчатое, хрустящее. Из вкусного, быстрого творожного теста. Вам точно понравится, и все продукты уже есть у вас на кухне. И начнем мы с приготовления нежнейшего творожного теста. Беру большую миску и разбиваю одно яичко. Яйца для теста я беру комнатной температуры. Но если вдруг забудете заранее достать яйцо из холодильника, ничего страшного. Всыпаю сахар. У меня здесь 80 грамм, это примерно 4 столовых ложки. Добавляю сахар к яйцу. Обожаю, когда домашнее печенье вкусно пахнет ванилью, поэтому добавляю примерно 1 чайную ложку ванильного сахара к тесту. Сюда же совсем маленькую щепотку соли, буквально на кончике ножа. Вот так. Соль выпечки балансирует вкус и усиливает сладость. Но смотрите, лишнюю соль не добавляйте, не пересолите, иначе вместо печенья к чаю получится печенье к пиву. И теперь все это дело хорошенько перемешиваем при помощи венчика. Взбивать ничего не нужно, просто мешаем до однородности, поэтому вместо венчика вы можете спокойно взять вилочку. И следующим шагом я добавляю в тесто 80 грамм сливочного масла. Сливочное масло я заранее достала из холодильника, и оно у меня немного подтаяло при комнатной температуре. Вот такое вот мягкое масло. Добавляю его в яично-сахарную смесь. И вот так вот венчиком хорошо вмешиваю. Тесто получится очень вкусным и сдобным. Сливочное масло, яйцо, сахар. Просто красота получается. И уж точно никакое покупное магазинное печенье никогда не сравнится с домашним творожным печеньем. К сожалению, практически все магазинное печенье готовится на маргарине вместо сливочного масла. Вот такая вот получилась консистенция. И теперь добавляем главный ингредиент. Конечно, это творог. У нас получится просто шикарное творожное тесто. Я взяла пачку творога, 250 грамм, жирность моего творога 9%. Чем жирнее у вас будет творог, тем вкуснее получится в итоге печенье. Добавляю творог в тесто и хорошо вмешиваю. Вы можете протереть творог через сито, тогда тесто получится очень однородным. Упс, немножко не рассчитала с венчиком. Весь творог застрял в венчике, поэтому придется сменить. Вот такой вот беру венчик побольше и хорошенько перемешиваю тоже до однородности. Вот, посмотрите, все отлично перемешалось. В процессе перемешивания тесто может немного расслоиться. Это не страшно. Для такого вида теста это вариант нормы. Наше творожное тесто уже практически готово. Осталось только добавить в него муку. У меня здесь 300 грамм муки. Если вы по каким-то причинам не пользуетесь весами, это примерно 9 столовых ложек с большой горкой. Добавляю в муку 1 чайную ложку разрыхлителя и хорошо перемешаю. Перемешать можно вилочкой или венчиком. Нужно, чтобы разрыхлитель хорошо равномерно распределился в муке, и выпечка равномерно поднималась за счет этого. Готово. Беру миску с тестом и добавляю в тесто примерно половину муки с разрыхлителем. Обязательно просеиваю, тогда выпечка получается более рассыпчатой, рыхлой и хорошо поднимается. Многие из нас помнят творожное печенье из нашего детства. Это гусиные лапки, творожные ушки, ракушки, треугольнички, сочники. Все это очень-очень вкусно. И этот рецепт, он из разряда вот таких вот простых, вкусных, быстрых рецептов из нашего детства. Это творожные розочки. Мы сегодня с вами будем делать из нашего творожного нежного быстрого теста. И я добавляю еще немного муки. Перемешиваю сначала ложкой или лопаточкой. Затем посыпаю стол оставшейся мукой, выкладываю тесто и замешиваю тесто руками. Долго месить не нужно, как только все ингредиенты собрались в шар, в комочек, месить достаточно, тесто уже готово. Можно начинать печь печеньки. Посмотрите, тесто получается вот такое вот нежное, мягенькое, оно не забитое мукой, поэтому печенье получится тоже очень нежным. Беру ножик и делю тесто на 2 части. Вот так. Снова немного присыпаю стол мукой. Беру скалочку, кладу кусочек теста и раскатываю его в тонкий пласт.
Тесто очень легко раскатывается, так что больших каких-то усилий прилагать не придется. Все делается легко, просто и с удовольствием. Раскатываем тесто до толщины примерно 3 мм. Затем берем обыкновенный стакан и перевернутым стаканом вырезаем кружочки. Или вместо стакана возьмите обыкновенную круглую формочку, вырубку для печенья. Диаметр кружочка примерно 7-7,5 см. Вырезаем вот такие кружки. Готово. Излишки теста собираем, их потом снова раскатаем. Пока эти кружочки я отложу в сторону и раскатаю сразу же вторую часть теста. Еще расскажу, что первую часть теста я раскатала на рабочем столе поверхности, довольно обильно подсыпая мукой, чтобы тесто не прилипало. А вторую часть теста я раскатываю на силиконовом коврике, и сразу скажу, что этот способ мне понравился гораздо больше. Муку я немного все-таки использовала, но добавляла ее минимальное количество. Так что выбирайте сами тот вариант, который вам больше подходит. Мне больше понравился второй вариант. Раскатала и также стаканчиком вырезаю кружочки. Покажу вблизи. Посмотрите, примерно вот такая толщина должна получиться. И теперь начинаем формировать розочки. Для одной розочки понадобится 3 кружочка теста. Беру 3 кружочка и кладу вот таким вот образом немного внахлёст друг на друга. И теперь просто скручиваю в трубочку. Защипываю края. Вот такая трубочка получилась. И теперь острым ножом разрезаю трубочку пополам на 2 части. И вуаля, получаются 2 очаровательные розочки. Аккуратненько расправляю лепестки и чуть-чуть прищипываю снизу края лепестков, чтобы розочка не очень сильно раскрылась во время выпечки. Как видите, все очень просто. Вот такие вот прекрасные розочки из творожного теста у нас получаются. А недавно в комментариях одна милая девушка мне написала, мол, ты же блогер, а значит должна быть идеальной и безупречной. Да уж, милые, с вами не соскучишься. Правильно ли я поняла, что вы заранее уверены в том, что ваши идеалы правильнее и идеальнее, чем идеалы других людей, скажем так? Тогда я никак не могу взять в толк, откуда вокруг столько правильных, но несчастливых людей, которые без устали пишут столько гадостей в интернете. Счастливые люди этим заниматься не будут. Может, таким людям стоит признать, что ваши идеалы не делают вас счастливыми. А может, это и вовсе не ваши идеалы, а чьи-то чужие, навязанные вам. Ну вот смотрите, очень простой пример, известный каждой женщине. 3 заветные цифры. 90, 60, 90. Из-за этого недостижимого для многих идеального идеала многие женщины уже достаточно испортили себе жизнь и продолжают портить ее и себе, и другим, особенно своим близким людям. Но загадка и сам секрет в том, что эти женщины часто даже не догадываются, почему у них плохое настроение, почему они не любят себя и все никак не могут похудеть. Они никак не связывают эти вещи между собой, но продолжают тихо грустить, заедая свою грусть конфеткой или булочкой. И часто именно из этой тихой грусти и рождается навязчивое желание и даже требование к другим людям. «Ну ты-то будь идеальным!» Как это так? Ты, не будучи идеальным, позволяешь себе проявлять себя, позволяешь себе говорить, одеваться как хочешь. Почему? Кто дал тебе такое право? Да, я вас прекрасно понимаю, милые мои, но будьте уже милосердны, в первую очередь к себе, а потом и к другим людям, окружающим вас. А почему так сложилось у нас, что мы часто верим другим людям больше, чем верим самим себе? Может быть, пришло уже время и пора задуматься, а нужен ли мне такой идеал, который каждый день заставляет меня чувствовать себя несчастной? Может, пора сказать «стоп», остановиться и задуматься, что с нами все хорошо, мы в порядке, попробовать полюбить себя и принять себя такими, какие мы есть, со своими уникальными параметрами, уникальным характером и талантами. Посмотрите, любимые мои, вот такие очаровательные розочки у нас получились. А из этого количества теста у меня получилось всего 30 штук розочек. Духовку я уже заранее разогрела, температура 170 или 180 градусов.
Время выпечки примерно 15 минут, может быть чуть больше. Пеките до золотистого цвета, не ошибетесь. Температуру выпечки даю ориентировочно. Ориентируйтесь, смотрите по вашей духовке, потому что духовки действительно у всех разные. Они по-разному греют, поэтому золотистый цвет печенюшек свидетельствует о их готовности. Достаем из духовки, посыпаем сахарной пудрой. Творожные розочки получаются очень-очень вкусные, очень нежные. Снаружи они хрустящие, а внутри очень мягкое творожное тесто. Нашей семье, моим детям, моему мужу печенье очень понравилось. Мы все вспомнили вкус нашего детства и с удовольствием попили чай с творожными розочками. Любимые мои, еще раз благодарю за то, что вы провели это время вместе со мной. Благодарю вас за теплые слова, за ваши лайки, за комментарии, за ваше живое и активное участие. Я вам всем от души и искренне благодарна. Обязательно приготовьте творожные розочки и поделитесь рецептом с друзьями и подружками в соцсетях. Напомню, что с вами была Олеся на канале «Готовим дома». Прощаюсь с вами, до новых вкусных рецептов. Пока-пока и скоро увидимся! Подписывайтесь на канал и оставайтесь вместе со мной. Вас ждет еще очень много вкусного и интересного.